Друзья, всем привет! Достал из хранилища черенки ежевики. Я вам показывал, как я формирую из них скрутки осенью после обрезки. То есть открыл для себя и совершенствую такой способ размножения, как черенкование, укоренение черенков ежевики в скрутках. Это не первый мой опыт, так скажем, выращивания. Способ достаточно хороший, я его обкатываю на протяжении нескольких лет, хорошие получаю результаты. Сейчас середина марта, хранились у меня эти скрутки в теплице, в прикопе. Сейчас я их занес в помещение при температуре 22 градуса. Обязательно я их полил. При поливе я добавил небольшое количество корневина, чтобы стимулировать корнеобразование. Достал я из хранилища 4 сорта. Это Вашита, или Аучита ее еще называют, Кедда, Коламбия Гигант и Астерина. Как я вам уже сказал, эти скрутки, спиральки я зарядил осенью после обрезки. Вот в таких они находятся дополнительно еще в 3-литровых горшочках. В каждой такой скрутке примерно 30, бывает 35 черенков. Черенки с 4, с 3 и с 5 почками, в зависимости от длины междоузлия, соответственно, такова и длина черенков. Обязательно их нужно, после того, как вы решите таким способом укоренять, после занесения в теплые условия, обязательно нужно обработать от клеща. Обрабатываю я вот таким препаратом, это не реклама, просто то, что у меня сейчас есть в наличии. Также очень хорошие результаты дает обработка фитовермом. Этот препарат также еще называется клещевид. В магазинах найдете его под таким названием. В общем, обязательно нужна обработка от клеща и ежедневное опрыскивание. Желательно ежедневно опрыскивать. Пакет я сверху никакой не надеваю для создания парникового эффекта. Просто ежедневно опрыскиваю из пульверизатора. В воду для опрыскивания можно добавить любой из стимуляторов также роста, допустим, HB101, либо эпин, либо циркон, либо другой препарат, который вам больше нравится, которому вы доверяете. Ну и, естественно, нужно поливать. Поливать примерно раз в неделю, ну, в зависимости, конечно, от температуры. Вот таким образом я с помощью вот такой поливалки для рассады это все делаю. Сильно заливать, конечно, не нужно. Скрутка достаточно долго просыхает, так как это полиэтилен. Ну, естественно, лишняя вода стекает в емкости, в горшки. Там есть хорошие дренажные отверстия. И лишняя вода уходит. Но, конечно, переливать, переувлажнять черенки не надо, чтобы они не загнили. Поливают их умеренно. Результаты я уже показывал в своих прошлых видео. Результаты выращивания и укоренения черенков таким способом. Можете их найти на моем YouTube канале, либо на Дзен канале есть видео. Результаты хорошие. Обычно выход черенков примерно 90%. Конечно, не всегда бывает высокий выход, но еще в зависимости от сорта. Какой-то сорт укореняется лучше, какой-то хуже. Но в среднем, ну так скажем, 80-90% выход черенков. То есть из 10 черенков обычно укореняется 8 штук в среднем. Бывают, конечно, и лучшие результаты, бывают и худшие. Все зависит от условий, от сорта, от того, как вы их правильно подготовили, как ухаживали, тоже имеет важное значение. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Хороших вам урожаев!